Германия потеряла свой главный опорный пункт в Восточной Пруссии. За реконструкцией боя за 5-й фронт наблюдала Марина Наумова. Минометные взрывы и автоматные очереди. Части Красной Армии штурмуют немецкий форт. Военно-исторические клубы Калининграда реконструируют события 70-летней давности. Тогда нашим саперам удалось невозможное. Под огнем противника они взорвали каземат форта и его напольный капонир. Штурмовые отряды проникли в цитадель. Немецкий гарнизон капитулировал. До этого мощное фортификационное сооружение считалось неприступным. За штурм 5-го форта 15 советских солдат и офицеров были удостоены звания Героя Советского Союза. Там 3 метра, по-моему, толщина стен. Плюс еще сверху насыпан этот земляной насыпь 4-5 метров, которые были обсажены деревьями. Всего город-крепость Кёнигсберг окружала 1,5 десятка укрепленных фортов с артиллерийскими орудиями, пулеметами и огнеметами. Прорвать эту внешнюю линию обороны было сложно. Но советские солдаты и офицеры проявляли такой героизм, что даже крепостные стены не выдерживали их натиск. Форт Король Фридрих III пал. Танкист Борис Пирожков совершал тогда рейд по тылам врага и в завязавшемся бою подбил немецкий танк. Но позже и его Т-34 подорвался на вражеской мине. Мина взорвется, танк, живот поднимается на дыбы, вырывает каток или гусеница сразу. Да это же ужасно. А что тогда со мной там творилось в этом танке? Там все летит от и окалина. Он потерял в столице Восточной Пруссии многих товарищей. Танкисты просто не успевали выбираться из подбитых пылающих машин. Уличные бои в городе, подготовленном к длительной обороне, были отчаянными. Разведчик Иван Тихонов до сих пор удивляется, как тогда выжил. На его штурмовую группу обрушился свинцовый ливень. По ним стреляли из пулеметов, артиллерийских орудий, танков. С этих бойниц немцы обстреливали нас, и нужно было подавить эти точки. Операцию по взятию столицы Восточной Пруссии историки назовут «звездным штурмом», в котором участвовали сразу 3 советских армии – 43-я, 50-я и 11-я гвардейская. Его нельзя было не штурмовать, иначе за спиной оставалось около 100 тысяч германских солдат и офицеров, боеготовых, опытнейших, вооруженных до зубов. Мы шли на Берлин, а здесь у нас целая крупная группировка. Стремясь избежать потерь среди мирного населения, маршал Василевский, руководивший военной операцией еще до начала штурма, предлагал немецкому командованию почетную капитуляцию, но получил отказ. Иван Тихонов вспоминает, как уже после боя солдаты Красной Армии первым делом выводили из подвалов и руин жителей немецкого города. Когда наступали, выводили мирное население из подвалов, в колонны их отправляли в тыл. Организовывали питание, кухни стояли, кормили их там. Вот так относились к немецкому населению. Не то, что немцы к нам. Через 4 дня упорных боев Кёнигсберг пал. На 7-метровую глубину в бункер коменданта города Отто Ляша советские парламентеры доставили акт о капитуляции. Немецкий генерал вынужден был его подписать. После этого Гитлер заочно приговорит Ляша к смертной казни. Но это будет уже жестом отчаяния. С капитуляцией Кёнигсберга исчезали последние надежды. До полного крушения Третьего рейха оставался ровно месяц. Марина Наумова, Александр Полонский, Александр Наумов, Павел Тимофеев. Вести, Калининград.